Калуга, 1971 год. Иногда судьба начинает историю не с выстрела и не с крика, а с одного взгляда, растерянного, долгого, слишком тяжелого для обычного дня. В роддоме, где должны начинаться жизни, в 1971 году началась совсем другая цепочка событий: подозрения, страх, ложь и смерти. Все закрутилось вокруг младенца, который не должен был родиться таким, и одного чувства, которое оказалось сильнее разума. Эта история, начавшаяся с роддома, закончилась следствием уровня областного комитета. У Игоря и Марины Юрьевых появился первенец. Обычная советская семья, без скандалов, без слухов, без двойной жизни. И потому день выписки стал для них шоком. Ребенок оказался чернокожим. Игорь сначала не сказал ни слова. Просто смотрел. Потом сорвался. Обвинения, крики, унижение. Все выглядело логично, муж заподозрил измену. Но вот в чем парадокс: Марина была в таком же недоумении, как и он. Ни тайных романов, ни экзотических знакомых в ее жизни не было и быть не могло. Врачи развели руками. Говорили про спящие гены, дальних родственников, случайные мутации. Версия звучала неубедительно, но другой не было. Семья треснула. Игорь собрал вещи и уехал к родителям. Марина осталась одна с младенцем, от которого шарахались на улице, и с взглядами, в которых читалось все, от любопытства до осуждения. Через месяц ее нашли у подножия каменной лестницы. Коляска наверху. Марина внизу. Она была жива, но в тяжелом состоянии. Ребенок не пострадал. Сначала решили: несчастный случай. Но вскоре в милицию позвонил очевидец. Он утверждал, женщину столкнули. Мужчина на мотоцикле. Удар, и он исчез. Подозрение упало мгновенно. Муж. У Игоря действительно был мотоцикл. Он действительно угрожал жене при свидетелях. Мотив лежал на поверхности. Но задержать его не успели, в тот же день патруль выехал на другой вызов. За гаражами Игорь Юрьев с монтировкой загнал в угол чернокожего мужчину. Явно не для разговора. Его обезвредили, задержали. Африканец оказался иностранным специалистом, химиком из Франции, работавшим по контракту на местном предприятии. На допросе Игорь не отпирался. Да, вспылил. Да, хотел поговорить. Соседи нашептали, будто именно этот иностранец крутится вокруг Марины. Но к падению жены он не имел отношения. И, странное дело, у него нашлось алиби. На следующий день в кабинет следователя вошла женщина, к которой в области прислушивались. Наталья Рудинская. Работник обкома. Холодная, уверенная. Она заявила прямо. В момент нападения Игорь находился на работе, в машине под ее окнами. Она видела его лично. Сомнений быть не может. Игоря отпустили. Тем временем сыщики поговорили с тем самым французом. Он оказался не романтиком и не интриганом. Услышал на комбинате разговоры, пожалел женщину, попытался предложить помощь и получил холодный отказ. Видел Марину всего один раз. Больше не появлялся. Марина пришла в себя позже. Она подтвердила, да, ее столкнули. Да, это был мотоциклист. Но точно не муж.
Дело встало. И тогда Марина сказала то, что до этого боялась произнести вслух. «Мне кажется, ребенка подменили». Игорь поверил. Они решили сделать анализ крови. Метод грубый, несовершенный, но другого не существовало. Результаты обещали через время. И именно после этого начали умирать люди. Сначала врач роддома, принимавший роды. Его сбил грузовик. Машину угнали, водитель спал дома. Случайность. Слишком удобная. Потом акушерка. Ее нашли в подсобке. Убита. Кто-то методично убирал свидетелей. Сыщики вернулись в роддом. Один из сотрудников вспомнил странного практиканта, слишком взрослого, слишком внимательного. По описанию его узнали: рецидивист Федор Шаповал. Шаповал долго не сопротивлялся и почти сразу назвал заказчика. Наталья Рудинская. Она не отрицала. Рассказала все сама. Она была влюблена в Игоря Юрьева. Безответно. Годами. Когда узнала о беременности его жены, внутри что-то сломалось. Мысль, сначала безумная, стала навязчивой — забрать ребенка себе. Хоть часть Игоря. Хоть так. Она купила врача. Купила акушерку. План был готов. Но в момент подмены оказался лишь один отказник — чернокожий младенец. И тогда Рудинская решила: пусть будет так. Пусть Игорь решит, что жена ему изменила. Пусть семья рухнет. Почти получилось. Но врач запаниковал. Решил действовать сам и столкнул Марину, рассчитывая свалить все на мужа. Она выжила. Милиция начала копать. И тогда Рудинская приказала убрать всех, кто мог заговорить. Она получила 7 лет. Шаповал — высшую меру. Юрьевы вернули своего ребенка. И больше никогда не говорили о том годе вслух. Иногда одна странность — лишь начало. А правда, как выясняется, может быть куда страшнее любого подозрения.